Мои любимые девочки, всем привет-привет! Не знаю, как меня будет слышно, я взяла с собой микрофон, но не полностью, как оказалось, и не могу им воспользоваться. У нас сегодня понедельник, немножечко с вами поболтаем, не знаю, выйдет ли это во влог, но надеюсь, что слышно будет, я постараюсь поговорить погромче. Так, сейчас 7 утра, я еду на тренировку впервые за месяц, то есть уже пошла 5-я неделя, и мне уже можно возвращаться в мой большой спорт. Если честно, было какое-то жуткое сопротивление сегодня утром, хотя я вот планировала всю неделю, да, что я с понедельника пойду. Но сегодня как-то вот прям, не знаю, настолько уже не хотелось. И это просто вот переступить через себя. У меня даже были вот мысли на полном серьезе, вот просто не пойти. Думаю, пойду, начну с четверга. Я себя переборола. Извините, я иногда буду немножечко тупить, потому что я в первую очередь за рулем. Вот, в общем, лежала в кровати просто до последнего. Дело в том, что моя тренер в отпуске до конца лета, наверное. И когда меня никто не ждет, я могу себе там, знаете, так позволить. Ну, не то, что могу, я так никогда не делала, но в своей голове могу себе позволить не пойти, например, да. Вот, но все же я встала, собралась, я уже в форме, горжусь собой уже, потому что это вот просто такая, это самодисциплина, и никто за тебя это не сделает. Я буду вливаться, конечно, максимально аккуратно, ничего не буду делать на живот, я уже посмотрела, что мне можно, что нельзя. Конечно, никакого большого веса я не буду использовать сегодня, но я в принципе и не работаю с большими весами, потому что, не знаю, возможно, это странно прозвучит для тех, кто разбирается во всей этой теме спортивной, но у меня очень быстро растут мышцы. Я не люблю, когда очень мышечное тело. У меня особенно очень такой сухой верх, я вижу, у меня очень быстро качаются ягодицы, у меня сами по себе они такие довольно большие, и мне еще больше их вообще не хочется. Вот, поэтому я занимаюсь не первый день, не первый год, и я для себя это давно поняла, увидела, вот, и мы с моим тренером просто сделали мне, всегда у меня была программа, многоповторное упражнение, вот, и для меня это самый такой классный вариант, поэтому, в принципе, у меня больших весов и особо нет. Но, конечно, я ничего не буду делать на живот. Буду поделать что-нибудь с руками, с ногами. Ну, в общем, я вчера с чатом GPT там посоставляла какие-то программы, да, с учетом моих нюансов, скажем так. Вот, и, не знаю, сразу приду, наверное, немножко похожу на дорожке, сделаю свою хорошую такую растяжечку не спеша, и потом потихонечку. Утро, конечно, особенно. Я сегодня просто выехала чуть позже, чем я обычно еду на тренировку, и уже такой вот прям поток огромный машин. Хотя, казалось бы, разница буквально 10 минут. Вот, так что я все равно рада, что я это делаю, что я еду, что-то уже точно сделаю, потому что вот это, конечно, лень. Это такая плохая история, и нужно просто брать себя в руки, потому что я себе так планировала, что мне можно вернуться через 4 недели в спорт, и через 6 недель прям полноценно уже, как обычно. То есть, вообще не переживать, не бояться. Я так для себя решила. Я просто девочка в таких очках. Сегодня полупрозрачно, поэтому я себе еще и козырек делаю в виде руки. Просто прям солнышко такое сильное. Еще что-то тоже надо срочно сделать, что-то со своим питанием. Я уже на прошлой неделе начала немножечко следить, потому что, правда, разошлась. Все эти девочки тоже послабления, жалеть себя, наградить себя булочками. Я никогда себе в этом не отказываю. Я большая сладкоежка и ем это каждый день. Но все в меру. И вот как раз-таки вот эта вот мера. Мне нужно больше, чтобы себя пожалеть. Девочки, еда — это не вознаграждение. Хотя я я не готова отказываться от того, что я люблю. Я не хочу этого просто. Для меня, в принципе, эта еда, конечно, не смысл жизни, но это удовольствие, которое мне тоже нравится. И я хочу есть вкусно, я хочу есть то, что я люблю. Я сейчас вообще не об этом. Просто везде нужна мера. И какое-то послабление, там, не знаю, в течение месяца, потому что вот мне нужно пожалеть себя, потом разгребать очень тяжело. Поэтому я всегда стараюсь отслеживать, когда у меня там 1-2 килограмма плюс, надо очень четко это словить и скорректировать, потому что чем больше, тем потом сложнее. Во-первых, вы привыкаете есть больше.
сложнее отказаться, и, естественно, прийти в форму сложнее. А когда ты вовремя это отметил, ты быстренько взял это на вооружение и начал корректировать. Вот, поэтому у меня что-то в последнее время вот прям вечерние такие зажоры именно, потому что утром и днем меня особо еда не интересует. И, в принципе, тоже такое имеет место быть. Неважно, сколько ты там на ночь поел, ну, конечно, это не очень хорошо для вашего здоровья, да, и чтобы ваш там желудок переваривал всю вашу дневную норму калорий на вечер, это тоже, конечно, плохо, но в целом, с точки зрения набора веса, если это входит в ваш колораж, то неважно, в какое время и с каким приемом пищи вы это съели. Ну, не совсем так, девочки, конечно, буквально воспринимайте, потому что это просто у нас с вами здесь девочки, вы подружки. И я уже, знаете, даже стала немножечко отекать в плане, я просыпаюсь, и у меня, знаете, такое вот прям следы на теле от одеяла, от подушки, у меня такого не бывает. То есть я это понимаю, что это вот какая-то просто такая лишняя вода из-за того, что я вчера выпила там на ночь колу. Я люблю, если честно, колу Zero, ничего я ужасного в ней не вижу. И очень тоже много исследований и все такое. Просто, конечно, ее литрами пить не нужно. И я ее пью не каждый день, но в целом, ну, я пью колу Zero, особенно летом, когда жара. У нас сейчас жара. Мне нравится вечерком выпить или просто что-нибудь, запить свой прием пищи. Ничего такого ужасного на самом деле в ней нет. Вот, я тоже вчера съела колу Zero. Я съела 3 персика. Боже, персики такие вкусные. Это я говорю только про вечерний прием. И еще съела Несквик. И эти персики водяные, я, извиняюсь, и просыпалась ночью по своим маленьким делам. Хотя я обычно такими не страдаю, я обычно не просыпаюсь ночью. Вот, ну, в общем, и проснулась такое вот прям, у меня такое уже ушло, наверное, но прям вот такие следы. Короче. Прекрасное доброе утро. Сегодня наша прогулка началась в 6 утра. Солнышко только-только встает. Я в своих страшилках. Какая красота. Вот сейчас никого нет. Мы выходим обычно гулять в 7, и такие же гуляющие люди уже есть. Вот в 7, 7:30. А сейчас пока никого. Так красиво. Так, дорогие, это включение из будущего. Произошло страшное для любого блогера. Все, что я снимала именно на камеру, я отформатировала случайно, естественно, прямо перед монтажом. Поэтому, чтобы сохранить, вернее, чтобы вставить то, что осталось, то, что осталось с телефона, мне приходится делать такие небольшие вставочки, чтобы было вообще немножечко понятно. Вернемся во вторник, и во вторник у нас была прогулка на яхте. Моему мужу на день рождения наши друзья, как дополнение к подарку, подарили прогулку на яхте. Мы их тоже пригласили. И вот мы вчетвером, да, 2 пары, наши близкие друзья, Оля с Женей, отправились на такую прогулку. Вот, я вам показывала корзинку, как я ее собирала. Ну, в общем, что говорить, если этих кадров все равно нет, но что-то, что я снимала на телефон уже на самой яхте, я сейчас вставлю. Прогулка была очень приятная, классная компания, мы вкусно поужинали, после отправились тоже просто прогулялись около Минского моря. Если вы не из Беларуси или если вы просто не знаете, у нас, конечно, в Беларуси моря нет, да, но есть такое большое водохранилище, которое мы здесь все так называем. Это Заславское водохранилище, и вот мы его называем Минским морем. И там классно можно прогуляться, там, конечно, купаться и не стоит, там очень зеленая вода, она начинает цвести, наверное, еще в начале лета, но в целом само место, вот прогуляться там рядышком, там очень красивые большие пляжи, вот если нужно позагорать, там также много беседок, которые можно бесплатно арендовать, чтобы провести, да, какие-то свои мероприятия, не знаю, пожарить шашлык, просто устроить пикник. Очень здорово.
Настя, где мы плывем? По Минскому морю. Мы в Атлантическом океане. Лови бомбочку! Я тоже словила, спасибо. Хорошая. Сверху теплая вода. Вообще а там- теплая, ну? Ну, а там прохладно. Настя, давай с нами. В следующий раз. Ловлю тебя. Девочки, новый день. Еду на тренировку сегодня уже. Было проще себя заставить. Это снова я из будущего. И буду вставлять вам кадры из четверга. Вернее, у меня там, наверное, только на телефоне остался образ моего дня. Я его все равно покажу. И в тот день мы с вами вместе одевались, собирались. И я показывала вам небольшую распаковку из Озон. К сожалению, уже все, естественно, открыто. Но мне кажется, первое впечатление всегда более интересное. Но как есть, я вам покажу то, чем я хочу с вами поделиться. Например, мне пришли вот такие вот патчи для лба. Я очень люблю пробовать что-то такое. Мне нравится пробовать что-то новое. Это какой-то корейский бренд. И мне они понравились. И здесь в упаковке, в индивидуальной упаковочке 10 таких вот патчей, которые клеятся на лоб. Давайте я вам покажу. И вообще их можно оставить на ночь. Либо минимум на 2 часа. Я уже не буду, конечно, сейчас наклеивать, вот, но это такой вот обычный гидрогелевый патч, который крепко держится, не просто как гидрогелевая маска, а он такой, прям, знаете, крепкий. Значит, мы клеим на лоб, на область между бровей и ходим так... Ой, а чего он наклеился? Нет, не наклеился. Просто у меня липкий лоб. Слава богу, не наклеился. Здесь такая защитная пленочка. В общем, мы его так оставляем, он очень такой приятненький. И, ну, в принципе, знаете, гидрогелевые маски разглаживают. Ну, это, конечно, такой временный эффект, но мне очень нравится. Я люблю такое пробовать. Я уже заказала для себя еще один набор с ПДРН. Мне кажется, что он мне очень понравится. В общем, если вы любите пробовать что-то новенькое, то оставлю вам артикул. На Озон я это покупала. Дальше у меня здесь такой вот кондиционер для стирки от бренда Aroma Rich. На самом деле я помню, что кто-то из вас мне очень рекомендовал этот бренд. По-моему, это японский. Да, девочки, он японский. Кто-то из вас мне его рекомендовал, мне кажется, еще то ли зимой, то ли весной. И я заказывала этот продукт, но что-то он, не помню, почему я его не забрала, что он потерялся, долго переносилась доставка, что-то такое. И я не стала заказывать его снова. И мне он попался на глаза буквально на днях. Я думаю, закажу. Но, по-моему, мне рекомендовали другой вкус. Не по-моему, а точно. И я сейчас, попробовав этот, точно закажу еще, потому что очень яркие ароматы. Я вообще обожаю разные кондиционеры для стирки. Этот не совсем мое, он очень такой цветочный, но я однозначно хочу попробовать еще, потому что он такой прям яркий, вещи прям сильно пахнут. Но так как я использую еще сушильную машинку, то после сушки они уже не такие ароматные, вернее, не такой насыщенный запах. И получается прям то, что нужно. Очень-очень мне понравился. Вообще я обожаю японские бренды для одежды, порошки, японские, корейские, что-то вот такое мне очень нравится пробовать, поэтому обязательно возьму что-то еще. Также мы с вами открывали, я заказывала диффузоры. Я не думала, что они придут такие маленькие. Вообще я думала, что я заказываю один, но на самом деле там было 3. Я не знаю, куда я делала 3-ю баночку, девочки. Ну, в распаковке это все, конечно, было по-другому. Я там делилась своими первыми ощущениями. Оказалось, что я заказала набор из таких вот 3 малюток, но спойлер, они мне очень понравились. Я использую один в своей ванной Spa Vibes и вот этот вот хлопок в ванной мужа. Очень приятные у них ароматы. Вот здесь, например, свежий хлопок. Здесь цветы хлопка, пудра, бергамот, амбра, иланг-иланг и белый мускус.
Они, знаете, такие не такие простые, они вообще, недорогие, но я думала, что это будет всего лишь один флакончик, и оказалось, что там был такой набор. Ну, прикольно, чтобы попробовать несколько. Вообще, я очень люблю ароматы от Kaori. Они продаются тоже на Озон Select сейчас, проще всего их покупать там. Мне очень нравится от Rituals, мне очень нравится и Zara Home. Ну, хочется попробовать что-то новенькое. Мне нравятся такие минималистичные баночки. Я люблю, когда вот просто, знаете, максимально все просто. Обычная стеклянная банка, вот такая вот белая наклеечка. Мне кажется, что смотрится симпатично. И вот этот аромат стоит в моей ванной. Это Spa Vibes. Здесь листья шалфея, сандаловое дерево, лимон, морская соль, ветивер, белая амбра и бергамот. Ну, такие вот прям действительно интересные, ароматы, не супер яркие. Я ставлю всего 3 палочки. Они, знаете, такие вот прям деликатные. Я такое люблю, чтобы не прям сильно яркий запах дома нет. Несмотря на то, что я люблю запах чистоты, запах свежего белья, да, но чтобы прям сильно пахло дома, это точно, то, чего я не люблю. Тоже оставлю вам артикул, если интересно, можете попробовать. И заказала на Wildberries, забрала буквально сегодня. По-моему, я уже делилась с вами, это мой второй набор, потому что одного мне, к сожалению, маловато. Такие вот заколки для локонов. У меня, естественно, они есть всегда и были всегда просто разных форм, и вот эти мне, наверное, нравятся больше всего, поэтому я заказала второй наборчик. Они прям так хорошо держат прядку. Если хочется, чтобы локон остыл, да, то просто после накрутки вот так вот надеваем. Вот для длинных волос прям хорошо. Площадь заколки довольно большая. Для длинных волос прям супер. И они такие легкие. Или просто, например, когда делаете макияж, можно вот так вот заколоть волосы, чтобы они не мешали. Тоже наборчик. Здесь, по-моему, 12, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, да, 12 заколок. Вот на мои волосы 24 заколки просто идеально. И они прям по хорошей цене. Ну и дальше я вам показывала свой образ. На телефоне у меня сохранились кадры, поэтому я оставлю. Так, и мой образ на сегодня. Эти шорты очень классного качества. Мы с вами покупали в Zara в позапрошлом влоге. Топ тоже Zara. Все новенькое сегодня надела. Шлепки Hermes. Вчера была в них на яхте. Так звучит, да. Потом гуляла по песку. В общем, все нормально, ничего не натерлось. Вот, поэтому сегодня надеваю второй раз. Сумочка Saint Laurent, очки будут вот эти от Ray-Ban. Такой вот у меня образ на маникюр. Снова я из будущего, и как будто сегодня пятница. Представим, у меня там есть несколько кадров, которые я вставлю, но, к сожалению, нет нашей собиралки, где я собирала образ. Он у меня очень простой, но все равно там у меня немножечко есть, я покажу, вставлю. Наносила парфюм и немножко рассказывала вам про еще один. На самом деле хочу повториться, потому что скоро будем делать распаковку в одном из будущих влогов. По-моему, в предыдущем влоге я делилась, что мне очень понравился парфюм от Chloe Cedrus. Кедр, по-моему, он произносится, но пишется Cedrus. Я его покупала в парфюмерии Buy на распив 10 мл. Настолько он комплиментарный, на мой взгляд, очень такой красивый по-хорошему. Я думаю, что он понравится многим. Скорее, кому-то просто кто-то останется равнодушным, а кому-то понравится. Потому что вот прям не понравился, фу, ужас. Мне кажется, это не про этот парфюм. Я его услышала на своей двоюродной сестричке. Агнеска, привет, если смотришь это видео. У нее, по-моему, тоже был от Levant. Он очень похож, но на парфюм, который я люблю от Versace Versense, но Versace очень простой и понятный, знаете, такой прям совсем обычный. И здесь похожие ноты, но что-то намного более интенсивное, красивое, интересное. Это очень стойкий парфюм, и тоже, в принципе, я думаю, что его можно использовать не на жару, в любое время года, и осенью, и зимой, и весной, и летом, если не жара. Очень он действительно интересный и достойный. И
Мы с моей подружкой Олей купили его на распив, и это тот случай, когда он понравился нам обеим. У нас с ней, к сожалению, не совпадают вкусы на аромат, ну не к сожалению, это абсолютно нормально. Вот. Но здесь мы сошлись на 100%, и ей, и мне он очень понравился. И я планировала его купить для себя в полном объеме, в 50 миллилитров, мне кажется, мне было вот просто за глаза. Вот. Но просыпается моя подружка в 3 часа ночи на днях, в четверг, по-моему, это было. И я с утра просыпаюсь и вижу от нее сообщение, что она зашла на польский Дуглас, и сейчас он на скидке, на очень хорошей скидке в объеме 150 миллилитров. 150 миллилитров парфюма. Если у тебя и так большая коллекция, это очень-очень много, но хорошая цена надо брать. Поэтому мы заказали через Байер. Я думаю, что через недельку-вторую он будет у нас. Она взяла себе 150, я 150 без комментариев. Но цена получилась, правда, более выгодной, чем покупать там 150 миллилитров, по-моему, тоже был на скидке, но ну, прям грех было не взять. Я оставлю скрин из Дуглас. Там будет цена в польских злотах, если интересно. Там, по-моему, еще был вот промокод. Но промокод прям тоже в приложении. Сам Дуглас его предлагал. То есть не то, чтобы там что-то, знаете, мы там нашли какой-то промокод. Нет. Вот, поэтому я рада. Мы его уже оплатили. Поэтому просто ждем, когда он будет у нас. Такой у меня образ. Малюська каблучок. Все очень просто, как обычно. Ну, в моем таком стиле. Очень мне нравится этот топ трикотажный. Я бы взяла себе такой еще и в черном цвете. Но хочу, кстати, зайти в Love Republic, потому что очень давно не была. Видела, что там такие у них тоже красивые жакеты появились в стиле Шанель. Как-нибудь с вами сходим на обзор. Я думаю, может быть, в следующем влоге, да? Топ покупала в прошлом году. Ну, в принципе, на мне ничего из свежих коллекций нет. Разве что обувь. Я ее тоже покупала в Манго в прошлом году, но она каждый год бывает. Вот, и жакеты тоже в Манго, девочки, покупала, по-моему, прошлой весной. Очень люблю жакеты в Манго. Тоже так вот периодически нужно заходить, смотреть. Можно найти что-нибудь интересное. Все. Побежала, может, вам что-нибудь подсниму с сегодняшнего вечера. Идем в греческий ресторанчик. Смотрите, какой Наполеон принесли моей Даше. Это не икра. А что это сверху? Карамелизированное? Нет. А что это сверху такое? Это черная икра? Нет. Думаю, что вряд ли. Что, да? Нет. Я никогда не пробовала. Это сладкое? Нет. Попробуй. Не сладкое? Нет. Ничего, что я это так взяла? Нет. Ну, у этого вкуса Это просто как желе какое-то, да? Сверху. Ну, тирамису вкусный, да? Ну да, вкуса у этого черненького вообще никакого. Просто для визуала. Ну, подача, да. Ну, подача класс. У меня шоколадный брауни с мороженым. И снизу здесь у меня вишня еще. Я думаю, что это будет вкусно. Начало 11 вечера. Почему бы не съесть брауни? Так, дорогие, доброе субботнее утро. Я, как обычно, собираюсь на свою ежедневную прогулку утреннюю, но сегодня иду одна и поздно, сейчас 8 утра. Обычно я уже в это время возвращаюсь. Сегодня иду одна, потому что муж уехал в поход со своими ребятами. У них там с утра какие-то эндуро-мотоциклы, потом еще какие-то развлечения, в общем, палатки, все дела. И я его провожала и выхожу только сейчас. И что я делаю каждое утро перед прогулкой? Мой уход начинается уже после того, как я прихожу, но все равно наношу вот этот вот просто шикарный спрей от Medicube. Смотрите, как я его прям использую ежедневно. Очень мне нравится вместо тонера. Он спидерен. Он очень-очень увлажняющий. Вот прям
Прям чувствуется вот это увлажнение. Безумно мне нравится. У меня уже на очереди от Ануа. Ануа — это бренд, как он правильно называется, я вставлю картинки. У меня есть два, которые я хочу попробовать от этого бренда. Но решила, что буду покупать только когда будет подходить к концу предыдущая баночка. Вот. Но вот этот мне очень понравился. С удовольствием бы повторила его. Дальше я всегда надеваю какие-то патчи. Сегодня будут вот эти от Около. Они прозрачные. И я надеваю очки солнцезащитные. Они вообще, в принципе, не видны. Хожу в них там 15-20 минут, и потом просто снимаю, выбрасываю в мусорку. Не знаю, если честно, они все работают. У меня не было плохих патчей. Для меня важно, чтобы они не сползали. Эти держатся хорошо. Мне очень нравятся от Альба патчи, вот эти. И очень нравятся от бренда Ануа. Не, девочки, обманула. Абиб. Вот эти вот Абиб, они тоже такие же прозрачные, хорошие, классные. И наношу бальзам для губ, вот эту вот маску ночную от Laneige. Тоже ее очень-очень люблю, даже просто как бальзам использовать. Так что вот у меня на утреннюю прогулку вот такой вот уход. По-хорошему, конечно, еще SPF, но сегодня солнца нет. И обычно я гуляю там в 7 утра и тоже, если честно, не наношу SPF, потому что еще нормально. Так, вот смотрите, патчи не видны практически, да? Ну вот я в патчах. Прикольно. И мой образ. Сразу думала что-то надеть еще сверху, но муж сказал, что не холодно. Поэтому иду так. Все, встретимся через 10 тысяч шагов. На самом деле покажу вам немножко своей прогулки. Оно, мне кажется, одинаковое, но я обожаю это место, обожаю прогуливаться утром и закрывать норму шагов. Но обычно мы это делаем вместе с мужем. Какая у нас красота во дворе. Мне так нравятся эти гортензии. Я каждый раз прохожу и вот так вот немножечко их глажу. Мое любимое место. Я его просто обожаю. Вот там же вода. И вдоль воды, 100 раз рассказывала, девочка, наверное, быстро иду. Вообще, я обычно очень быстро иду специально, потому что это такая, знаете, не прогулка для расслабления. Это именно такая спортивная ходьба. Ну, вот где-то до 1,5 часов примерно получается. Когда-то меньше, когда-то... Нет, ну больше не бывает. Какая водичка. Вот мне до нее идти буквально меньше минуты. Полминутки. Так, сейчас погуляю, а после пойду в кофейню, потому что она работает с 8. Очень часто мы уже заканчиваем ближе к 8 прогулку и не ждем, когда откроется кофейня. Но сегодня я туда обязательно пойду. Буду пить свой. Мне латте на безлактозном, 30 нормы кофе, пожалуйста. Нравится этот ритуал. Я иду, и там водичка. Просто шикарно. Всегда нужно идти. Вообще, на самом деле, прогулка — это очень терапевтично. И очень много исследований на эту тему, насколько это важно, насколько это полезно не только для нашего здоровья физического, но также и психологического. Поэтому идем, настраиваемся на самый лучший день. У нас должны быть самые чистые, добрые мысли, планы, либо вообще никаких мыслей, если получится. Это тоже супер. Фу. Так, дорогие, прошел ровно 1:10, и я уже в кофейне со своим любимым ритуальчиком. Так, дорогие, я уже давно дома. Села приводить себя в порядок немножечко. Занималась какими-то домашними делами. Начала наносить макияж. На мне только тон от Шик. И на губах тоже пока крашусь. Сейчас использую вот этот вот тоже бальзамчик от Шик. Мне понравился, он классный. Вот знаете, такой для увлажнения. Мой любимый от Laneige. Laneige, не знаю, как правильно. Обычно я всегда использую его, когда крашусь. Но вот сейчас такой тоже неплохой. Он, кстати, SPF 15 и такой красивый блеск. В принципе, как блеск тоже можно использовать. Забрала с Wildberries Chic тон в формате стика в 3-м оттенке. Он мне подходит больше. И у меня было несколько попыток с этим тоном, а он мне вообще как-то скорее не нравился. Но сегодня что-то я нанесла. Сейчас вот еще продолжаю.
как-то и ничего, знаете, не знаю, что такое. Он, конечно, сложный. Это не тот тон, который быстренько нанес, его дольше нужно распределять. Он, знаете, такой, ам, как пластилин немного, ну, не в самом хорошем смысле этого слова, потому что его прям так вот, чтобы хорошо нанести, нужно прям так распределить, и его нужно наносить много, потому что он не слишком пластичный. Так, я тут пройдусь еще по каким-то своим пятнам. Вот, и он, не очень кроющий, такой полупрозрачный. Для меня это, конечно, плюс. Я не люблю, плотное покрытие, но также должна сказать, что у меня жирная кожа, поэтому на мне, в принципе, плотно, тон сложно нанести. Вот, поэтому это для меня плюс. Так что оттенок 02 отдам своей Катажинке, она посветлее, а третий оставлю для себя и еще с ним поиграюсь. Но очень важно хорошо увлажнить кожу. Прям супер. Больше, чем обычно, когда используете этот тон. Так, добавим чуть-чуть консилера. Значит, сегодня у нас суббота. Вчера, я, по-моему, да, делала включение, да, встречалась со своей подружкой. Вернулась домой, девочки, в 11 с чем-то. Ну, в 11:10, допустим, вечера. Я вообще в это время всегда давно сплю. Вот, ну как-то я не знаю, вот мы с ней 2 раза встречались вне спорта, потому что у нас есть традиция. Мы после еще тренировки где-то час там что-нибудь ходим, что-нибудь пьем, тоже нахаживаем шаги, о чем-то болтаем. Но вот уже 2 раза встречались запланированно. И как-то вот всегда так долго я прихожу домой прям так поздно, так необычно, если честно, для меня, потому что я всегда сплю. В это время мне важно, быть дома, не знаю, в 9 вечера, чтобы уже там готовиться к своей домашней рутине. Не знаю, как-то так время быстро проходит, что-то мы все болтаем. Я не жалуюсь, ничего страшного. Вот. Рассказывала, вообще, говорила, да, делилась с вами, что, наверное, сложно находить, новые знакомства, когда, ты уже взрослый человек, и это большая удача, когда, находится какой-то такой близкий тебе по духу. У меня, правда, такое ощущение, что мы, много лет знакомы. Вот, поэтому, Даша, знаю, что ты смотришь. Приветик тебе. Так, расчешем свои брови. Ну вот, кстати, этот тон, когда усядется, прям хорошо он выглядит, но сразу. Но и то сегодня это прям, лучше, чем всегда он лег. Не знаю, рекомендовать вам его или нет. Как основной, единственный точно нет. Если вы просто, как и я, любите пробовать что-то новенькое, тем более он не очень дорогой относительно, например, того же Dior. Да, здесь совсем немного. Сколько здесь? 8 грамм или сколько? Что-то я не помню. Где посмотреть? Да, 8 грамм. По-моему, в Dior 10. Ну, в таких продуктах всегда немного. И расход у него будет большой. Это вот все, что есть. Целая баночка, это вот немного, да? Я, кстати, хотела бы, наверное, попробовать от Chanel стик. Мне кажется, что у Chanel он тоже не тоже, а будет хорошим. Так, румяна. Я их так люблю. Не знаю, вообще этот оттенок Glacier Cinnamon от House Labs. Просто шикарный. Я хочу еще какие-нибудь румяна у них взять. Они настолько легко тушуются. Они такие, они не пигментированные, с ними сложно переборщить. Они такие вот прям кремовые. Вот я очень люблю эти кремовые румяна, очень люблю от Rhode. И очень мне нравится от Dior, тоже, которые в формате вот в таком стика. Прям вообще, такие они легкие, увлажняющие. Вообще шикарные. Я даже могу их нанести немножечко и вот сюда за счет их цвета. Это, собственно, все. Я никакой бронзер использовать не буду. И тут остатками можно так вот пройтись. Такой классный у него эффект. Так, что еще хотела рассказать? На этой неделе была у врача. Хочу честно скажу вам, девочки, не хочу разговаривать сейчас на эту тему. Для меня она очень больная. Когда у меня будут какие-то новости любого характера, я, конечно, с вами поделюсь. Сейчас я вообще не хочу это обсуждать. Прошу меня понять.
Для меня и то, что для меня, в принципе, то, что я поделилась с вами этой историей, это очень-очень много. И просто сейчас я не хочу так часто к ней возвращаться, но, а, я знаю, что многие переживают, и поэтому просто не могу никак, хотя бы иногда что-то вам там не рассказывать, да. А, кто пропустил, я просто это видео выставляла только на "Ютубе", у меня также влоги, дублируются вот эти и "ВКонтакте". То, что со мной произошло, можно посмотреть во влоге от 5 июля только на "Ютубе". Вот это если вдруг кто-то не понимает, о чем речь, но, я просто действительно уже все, я не хочу об этом говорить, потому что для меня очень-очень тяжелая эта тема. Вот, ну вот, я пришла, физически полностью восстановилась абсолютно. Вот у меня уже были тренировки на этой неделе. Я каждый день поддерживаю бытовую активность. Я обязательно стараюсь там закрывать норму, шагов, своих, да, потому что это очень важно. И это то, что я могу делать как бы всегда. Вот, и честно вам скажу, даже ходить шаги не так уж и легко, потому что, вся моя работа, я вообще могу не выходить из дома. Вот, и поэтому для меня находить шаги — это тоже такое усилие. Это тоже то, что нужно себя заставить сделать. Вот, поэтому, я тоже это не обесцениваю, а очень собой горжусь. Потому что я выхожу целенаправленно, чтобы походить, и у меня была какая-то активность. Вот, тренировки, в принципе, по своим ощущениям, я, конечно, делала все бережно, но по своим ощущениям, я могу делать все уже как обычно, могу возвращаться. Вот, пока моя тренер в отпуске, я не буду заниматься онлайн. Мне, в принципе, пока удобно, в своем режиме, делать то, что я хочу одна. Вот, но она уже скоро вернется, и я, конечно, продолжу к ней ходить, потому что это очень люблю. Я считаю, что если есть возможность заниматься с тренером, то это точно, не неплохо. Вот, так вот, я была у врача, все у меня там хорошо восстанавливается. Есть, конечно, план, что делать дальше, но пока я к этому не готова эмоционально, психологически. Тяжеловато мне, если честно, как бы там ни было. Я все равно об этом думаю каждый день, и каждый день ты что-то смотришь, изучаешь. Очень страшно, очень страшно. Мне кажется, что, в принципе, страшно за будущее. Мне кажется, что, в принципе, это абсолютно нормально, потому что не так много времени прошло. И, боже, сейчас так, я вообще не это, все нормально, все хорошо. В общем, я думаю, что просто должно пройти время, и, я много думала, и пришла к тому, что сейчас я просто хочу какое-то ближайшее время, столько, сколько для меня будет нужно, вообще, об этом не думать, в плане планирования, да, пока я вернусь к этому тогда, когда я буду готова. Вот, но, по, моему физическому состоянию у меня все хорошо, а, и все как бы по плану, ничего, там, плохого или ужасного, никаких осложнений, ничего, нет. Вот, так что благодарю. Знаю, что многие за вас, за меня волнуются, мне это очень приятно, но, пожалуйста, не спрашивайте, не хочу. Говорить, когда буду готова, я обязательно вам расскажу, когда будут какие-то, не знаю, у меня новости, и, ну, я в любом случае когда-то с вами, поделюсь любыми новостями. Так, брови. Я сегодня, как я вам и говорила, у меня муж, поехал в поход. Я вот по плану сегодня тоже занимаюсь какими-то домашними делами. Вот у меня влог по плану. Никуда не планирую пойти, потому что выходной день, везде будет много людей. Я не очень люблю, когда многолюдно в каких-то местах. Мне прям не очень комфортно. Я вот поэтому люблю будние дни. Я сейчас говорю про что-нибудь поснимать там для вас даже в торговом центре, да. Я на этой неделе никуда не ходила и не пойду. Ну, не знаю, что буду делать. Вот щас у меня, всякие мои рабочие процессы, и я освобожусь, я думаю, вечером. И, не знаю, может, закажу себе что-нибудь вкусненькое. Хватит уже со вкусненьким этим, кошмар какой-то. Нанесу хайлайтер. Хочу нанести немножечко. Не знаю, надо завязывать с этими вкусняшками, это уже какой-то кошмар. Мне нравится этот хайлайтер от, Rare Beauty, наносить именно пальчиком. Не очень он тоже простой, если честно.
не единственный хайлайтер, который должен быть в косметичке. Это если вот так вот, как баловство, да, так все-таки сложноватый он. Так, все, я хочу, все-таки решила, что мне нужно, и мне уже можно, прошло 6 недель, виброплатформу попробовать. Так мне хочется. Все так рекомендуют. Я думаю, что я возьму себе какую-нибудь самую обычную эту платформу, недорогую. Ну, посмотрю что-нибудь более или менее симпатичное, чтобы было. Хочется мне очень попробовать, как это вообще работает, что это делает, разгонять лимфу. Кстати, вот хочу сегодня вам показать всякие штучки для тела, что я использую. Немножко с вами поболтаем об этом. Вот, так что да, хочу, поищу сегодня, может быть, вечером на Озон или на Wildberries эту виброплатформу закажу. И что я еще хотела? Аппликатор Кузнецова еще хочу. Если у вас есть ссылочка, артикул на Wildberries или на Озон, девочки, аппликатор Кузнецова, какого-нибудь не розового цвета, какого-нибудь бежевого, может быть, и он вам нравится, можете мне скинуть. Ну, хотя, я думаю, что они все одинаковые. Я просто не хочу яркий. Тоже хочу стоять ногами. Это очень полезно. И полежать, посидеть на нем. И для спины полезно, и в принципе, вот, конечно, для стоп шикарно. Я что-то давно хотела, и вот сегодня решила, что нужно заняться. Так что на следующем влоге будем с вами пробовать виброплатформу. Мне кажется, что это классный инструмент, если вы не ожидаете от него каких-то невероятных результатов в виде похудения. Все работает в комплексе, девочки, и худеем мы от дефицита калорий. Сколько бы мы спортом ни занимались, даже если вы будете каждый день заниматься спортом, там тяжелые кардиотренировки, 2 часа и закрывать норму шагов, но при этом есть на 3000 калорий, к сожалению, ничего не будет. Не похудеем мы, поэтому просто следить за питанием. Я обожаю сладкое. Я не хочу от него отказываться. Я много раз об этом думала. Просто баланс должен быть во всем. Но так, чтобы, знаете, я отказалась от сладостей и не ела их вообще, я даже думать об этом не хочу, потому что я люблю. Ну, мне нравится. Мне каждый день нужно что-нибудь сладенькое съесть. Ну, просто в разумном количестве, и ничего в этом плохого нет. Я вообще против ограничений, потому что это в первую очередь ужасно работает против нас. Для нашей головы это сигнал. Нельзя себе ничего запрещать, потому что нам будет хотеться еще больше, у нас будет больше срывов, это психологически такое прям насилие над собой. Так, сейчас, девочки, нельзя болтать и красить губы. Тинт от Sephora в оттенке 04, самый любимый. И блеск. Вот, но у меня на самом деле ужасное питание последнее время. Ну, надо брать себя в руки. Я все думаю с понедельника, и что-то пару дней держусь. И потом... Короче. Я думаю, что многие меня понимают. Вот. Надо, конечно... Мне нравится быть в режиме. Я люблю. Вот, но я просто расслабилась. Все, хватит. Вчера наелась. Ну, в принципе, вчера мы много ходили, еще тоже такая была активность. И, в принципе, был только десерт один. Ну и ничего страшного, что там такого. Например, вот ужин у нас был очень даже хороший. Так, все. Так, дорогие, последнее включение сегодня у нас было утром, когда я делала макияж. Я, собственно, сразу планировала продолжить этот влог, но оказалось, что все файлы потерялись, и, в общем, все пошло максимально не по плану. Я пыталась их восстановить. Сейчас уже почти 4 часа дня. Я заказала себе обед, потому что если буду готовить, то просто умру с голода, потому что продукты тоже нужно было бы заказать. И сейчас мне уже хочется просто разобраться со влогом, чтобы хотя бы вечер немножечко освободить, потому что я планировала, что я закончу гораздо раньше и начнется мой выходной. Но, увы, так жалко, вы не представляете, когда ты целую неделю снимаешь, потом все потерял. На самом деле за все время влога у меня такое было, наверное, только 2 или 3 раза, чтобы вот прям все потерялось.
без возможности восстановления. Но это невероятно грустно. Ну, что сделаешь? Все равно, что ты на телефон снимала, поэтому что-то у нас все же будет. Я в любом случае не оставила бы вас без влога, потому что я очень, вы знаете, ответственная. Хоть что-то я бы для вас все равно выпустила. Сейчас я хотела бы поговорить с вами про всякие такие штучки для тела, которые должны быть дома. Я знаю, что я многих из вас мотивирую на какой-то спорт, да, на какой-то уход за собой. Мне от этого очень приятно на самом деле, потому что я считаю, что это важно, я считаю, что это нужно, что это полезно. И пускай я не мотивирую вас там на какое-то супер чистое питание, к сожалению. Ну, хотя, ну как есть, я человек, и я вот такая. Но, как минимум, на что-то полезное, я надеюсь, что вы все равно от меня берете. У меня вообще до фигуры мечты просто, как я не знаю, докуда, очень далеко. И, в принципе, я в принятии, и весь свой целлюлитик на ногах я тоже люблю и принимаю, понимаю, от чего он у меня есть. И я живой человек, и я к этому склонна. К сожалению, у меня проблемный довольно низ. В плане, ну, это, знаете, такое генетическое уже. И то, что я ничего не могу сделать, вот, например, со своими ушками на бедрах, они у меня есть, от них никуда не уйти, они у меня так физиологически. Это не только потому, что там у меня в этой части собирается, да, весь мой жирочек, хотя и не без этого тоже, но у меня и физиологически так заложено, что вот даже вот кости, то есть это прощупывается, ну, никак от него не избавиться, от ушек я имею в виду, в каком бы весе я ни была. Вот, и целлюлит тоже, к сожалению, когда ты делаешь массаж постоянно, антицеллюлитный, да, какой-то курс, то, естественно, понятно почему, да, у тебя кожа там подтягивается. Но в целом все мои конфетки, сладости, они, к сожалению, на мне видны. Кому-то везет больше, кому-то меньше, кто-то... Целлюлит — это вообще абсолютно нормальная история, он есть. Просто кто-то чуть менее к нему расположен, кому-то повезло чуть больше, да, но в целом вообще ничего такого ужасного в нем нет. Но на мне он прям такой явный, то есть у меня проблемные вот мои ляшечки, попа, такие мои проблемные зоны, но все равно я что-то с этим делаю. Мне кажется, если бы не делала, то было бы еще хуже. Я хочу вам показать даже не только против целлюлита какие-то штуки, а я просто собрала целую сумку, потому что думала, что мы с вами будем на терраске. Там так тепло и солнечно, но у нас ночью был ливень, и подушечки, на которых я сижу, прям очень мокрые. И я решила все-таки продолжить дома. В общем, хочу вам показать просто какие-то рандомные вещи, которые должны быть. Что-то обязательно, что-то нет. Из того, что обязательно, девочки, вообще, кто смотрит мои влоги, тот уже точно видел много раз. Но вот прям из того, что обязательно должно быть дома, это такой вот мячик. Каждое утро просыпаемся и просто стопой его разминаем. Я тоже показывала много раз. Вы можете найти, чтобы вам было удобно, и сохранить какие-то упражнения, например, в ТикТок. Да, просто сохраните, каждое утро заходите. Я думаю, вы 2 раза сделаете и поймете, что им нужно делать. Вот просто по стопе, вот таким вот образом. Это так хорошо тоже для нашей лимфосистемы. Да, это вот хорошо от отеков. Начинать утро с такого мяча вот прям идеально. Также очень... У меня микрофон, надеюсь, хотя бы работает. Очень хорошо вот здесь вот тоже вот массаж, да, вот в этих зонах, да, чтобы запускать лимфу, вот прям подмышка, вот здесь вот все, вот прям, знаете, так хорошо прощупывать тоже, вот просто найдите себе какие-то такие вот комплексы, если вы не знаете, как это делать. Я тоже не хочу вас ни в коем случае учить, потому что я не профессионал, вот, но я просто уже, знаете, так по наитию это делаю, но очень вам рекомендую вот запускать, помогать себе, особенно чем старше мы становимся, это вот прям очень важно, чтобы это была вот прям часть вашей рутины. Это вот прям то, что мы можем руками сделать, но такой вот мяч, он абсолютно легкий, я даже советую его брать, например, с собой в самолет, если вы куда-то летите далеко, да, и у вас там нет возможности ходить, хотя бы просто этот мяч раскатать. Но вообще в идеале начинать каждое свое утро, это буквально 1 минута, пока зубы чистите, мяч можно покатать, да, по стопе. Также вот пройтись вот здесь этим мячом. Можно и по лицу пройтись, вот шея, это все прям очень хорошо. Тоже ягодицы им размять. Он на самом деле очень универсальный, абсолютно недорогой, есть разных форм. Прям рекомендую, девочки, чтобы был у каждой из нас дома. И также из того, что вот прям обязательно хочу вам порекомендовать, это МФР Ролл. У меня 2.
но никому 2 не нужно. Я просто купила сначала один, потом второй, потому что розовый для меня уже какой-то, слишком деликатный. Мне захотелось уже, знаете, чуть пожестче. Тоже, девочки, покатать ролл против отеков, даже если у вас их нет, чтобы запустить тоже, да, нашу лимфу. Это очень полезно. Вот просто можете тоже, например, в ТикТок в поиске ввести МФР ролл, и у вас там будет куча упражнений. Просто сохраните, что, не знаю, что побыстрее, например. Чтобы просто понять правильную технику. Я тоже показывала много раз, но вот просто в очередной раз хочется напомнить. Каждая моя тренировка в зале начинается с этого ролла. В идеале, когда это каждое утро начинается с этого ролла, буквально там, не знаю, пару минут, ну вот 5 это за глаза вам хватит. Сначала голень, да, потом поднимаемся на бедра, и желательно сначала одну ножку, потом вторую, попу, спину, а вот сюда вот его так вот прям можно на нем полежать и покрутиться аккуратненько, все вот прям так постепенно, это не больно, но я рекомендую все-таки вот прям такие пожестче роллы, да, чтобы вот они вот прям, я оставлю артикул на свой, например, начинать я бы посоветовала, возможно, с вот такого, но есть еще более мягкий. Это прям совсем, наверное, для новичков. Ну, в смысле, не такой выпуклый, скажем так, да. Но я не знаю, что, ну, что-то он делает, но чтобы... Я все-таки думаю, что нужно, чтобы прям вот чуть-чуть пожестче, чтобы вот прям чувствовать, что, да, что вы раскатываете. И, в принципе, я, признаюсь, каждый день этого не делаю, но очень к этому иду. Хотела бы это делать каждый день, потому что это очень полезно. И в целом, знаете, мне кажется, чем старше мы становимся, тем более серьезно мы к этому относимся. И такие вот хорошие привычки нужно прививать, чтобы это просто была часть рутины. Не то, что это что-то такое, знаете, так, вот 2 раза в неделю надо сделать. Не потому что, не то, что, не знаете, не через силу, а потому что это часть рутины. Хотелось бы, чтобы было так. И с возрастом ты к этому приходишь, к тому, что это даже какая-то необходимость. И хочется, чтобы это действительно было рутиной. И, возможно, если я смотивирую кого-то из вас, хотя бы одну, это уже будет классно. И я сама даже буду чувствовать какую-то ответственность, что вот мои девочки делают, и я буду делать чаще. Ну вот в идеале каждое утро прям начинать отеки, прям классно снимает. И опять же, против целлюлита, если делать каждый день, точно работает. Буквально там пару минут. Минутку вот на этом мяче покачали, пока зубы чистите, да, потом вот тут минуточку сделали. Это на самом деле все недолго. Можете там себе включить что-то на фоне, смотреть пока. Я вообще очень люблю, когда у меня есть время, утром я готова встать намного раньше, чтобы спокойно сделать свою рутину. Вот для меня это прям очень важно. Это, мне кажется, настройка такая на день. Это не так много времени, как вы думаете, занимает. Просто приоритеты у каждого свои, и спать тоже очень важно, но 10 минут найти для себя, кто, если не вы. Очень рекомендую. Дальше, из того, что вот прям тоже рекомендую, это, например, если у вас нет времени на тренировки в зале, опять же, девочки, время — это просто приоритет. Мы все одинаковые. У нас у всех есть свои дела, работа, и у кого-то, я там понимаю, детки и так далее, но это временно. Все временно, они вырастают, и вы просто подстраиваетесь под их режим, и что-то все равно со временем, да, вы там уже начинаете и спать по ночам и так далее. И просто вопрос приоритета. Когда вам хочется, вы можете найти сколько-то минут для себя и для тренировки. Пускай там не каждый, ну, каждый день не нужно, но 2 раза в неделю вы можете найти 30 минут, в идеале, конечно, час, если вам это действительно нужно, если вы поставите для себя такую цель. И не обязательно куда-то идти, можно дома заниматься. Я вам рекомендовала и Stars, классная очень площадка, платформа, да, и также просто бесплатные видео, куча, если хочется. 2 гантельки, 2 килограмма, по-моему, по 2 у меня, да, прекрасно и на руки, и на ноги, и для попы, да, выпады какие-то делать, куча упражнений с гантельками. Вот у вас уже тренажерный зал дома есть. Можно никуда не идти. Это из того, что вот прям такое самое простое, что вы можете купить. Я свои покупала очень давно, даже уже не помню где. Но мне кажется, на любом маркетплейсе, в любом спортивном магазине, мне кажется, даже в супермаркетах обычных продуктовых, больших тоже можно их найти. Один раз купили, а вам это на всю жизнь. Вот купили такой ролл, в идеале еще какой-то коврик, да, чтобы у вас тут был свой, да, чтобы даже была какая-то мотивация. И вот что-то поделали,
даже начать это уже много, поэтому это уже что-то, это уже гораздо больше, чем ничего. Поэтому не думайте, что «Ай, у меня есть только 10 минут, не буду». Лучше завтра сделаю, вот у меня 20 будет. Девочки, 10 минут — это уже много. Поэтому прям вот рекомендую. Из того, что обязательно, вы поняли, это вот это и гантельки домашние. Прям, ну, для меня действительно 2 килограмма супер. Это прям и руки можно, так я уже сидя тут не буду, куча вариантов упражнений и на ноги, и на попу, и на все что угодно. Особенно, когда у нас есть доступ к соцсетям, где можно найти любые упражнения. И еще, кстати, тоже из такого, что не занимает много места, но также очень много разных упражнений. Это резинка. Тоже на любом маркетплейсе можете заказать с разным натяжением, да, с разной силой натяжения. Тоже с резинкой масса упражнений просто на все части тела, а она, вот ее с собой в отпуск можно брать, она занимает вот столько места. То есть она вообще никакого веса не имеет, но при этом тоже очень эффективно можно делать с ней упражнения. Поэтому все отговорки, убираем отговорки. Это важно. Девочки, мы это делаем не для того, чтобы похудеть. Пожалуйста, вот это вот должны вы понимать. А для того, чтобы быть выносливыми, крепкими, для того, чтобы как можно дольше ходить, чтобы у нас работали, да, все наши части тела. Это для себя, и это мы должны прийти к тому, что это не временное что-то, а то, что мы должны делать каждый день своей жизни по чуть-чуть, чтобы хорошо функционировать, чтобы хорошо себя чувствовать. Да, мы не знаем, что с нами случится завтра. Может, мы завтра будем идти зимой, там на нас сосулька упадет, да, и не дай бог с нами что-то случится. Но мы же думаем, что у нас все будет хорошо, правда? Поэтому будем только позитивные мысли и помогать своему телу. Поэтому я в очередной раз просто хочу напомнить. Для массажа. Из того, что классно, мне нравится и не больно, это, ну, во-первых, против целлюлита и отеков. Вот ролл из чуть-чуть такого более массажного. Это вот такие вот, мне очень нравятся силиконовые варежки. Я покупала 2, но в целом, если честно, я думаю, что и одной можно обойтись. Очень много лет назад я их покупала, и мне нравится даже вот просто вот так вот поделать, да, чтобы кровь переливала, чтобы вот она так покраснела. 5 минут на каждую ножку вечером. Идеально тоже. Вот прям, знаете, если делать каждый день, то это будет альтернатива вашему массажу, на который вы ходите, допустим, раз в полгода курсом. Вот, поэтому на самом деле я тоже делаю далеко не каждый день, девочки, я живой человек. Я просто тоже стараюсь, и мне тоже лень, как и всем абсолютно. Но вот это вот прям могу рекомендовать, потому что это очень такой простой, классный способ. Они силиконовые, они моются. И еще вот такая вот штука, на самом деле, тоже прикольная. Я думаю, многие вы видели, да? Так, я уже не буду ноги тут задирать, что я в шортах сижу. Но вот, например, на голень надеваем и вот так вот сверху вниз катаем. Очень удобно вот прям за эти штучки держаться. Я думаю, что если вы смотрите мои рилсы, то тоже видели. Прикольная вещь, но не очень жесткая. Такой более деликатный, наверное, эффект. Все же, если выбирать, то вот такие вот варежки я бы рекомендовала больше, потому что мне кажется, что они более эффективные, но тоже прикольно. Но опять же, если прям такая ляшечка хорошенькая, то, возможно, она не войдет. Не знаю, надо пробовать, потому что, вот, я думаю, что вот так немножко будет видно. Оно прикольно, удобно, эффективно. Все, если это делать в комплексе и постоянно. Если просто раз в недельку сделали, то, к сожалению, нет. Еще из такого домашнего массажа, но очень больно. Мой, к сожалению, сломался массажер, но я думаю, что я его как-нибудь обновлю, надо собраться силами. Я вставлю картинку, кто-нибудь, я думаю, тоже его у меня видел. Это вакуумный массажер. Он очень мощный и действительно в первые разы прям сильно больно. Нужно, очень важно, чтобы вы использовали масло, да, чтобы он прям скользил, этот массажер. Самое обычное масло на Wildberries для массажа тоже покупаете. И вот этот вакуум, он прям очень сильный. Тоже, девочки, если никогда не делали массаж, пожалуйста, просто загуглите, вам по картиночке поймете, как правильно, какие зоны нельзя, да, по каким зонам нежелательно проходиться и вот в какой последовательности это делать. Но вот вообще снизу вверх мы всегда идем, когда делаем массаж.
В общем, вакуумный массажер — это тема. Больно первые разы, действительно больно, но к этому привыкаешь, и даже когда ходишь на антицеллюлитный массаж, первые 2 визита больно, потом вполне себе терпимо, потому что кожа привыкает. Так вот и с вакуумным массажером то же самое. По эффективности я считаю, что он очень эффективный, но, знаете, это его хотя бы, наверное, минут 20 нужно делать, это тяжеловато. Но, в принципе, что-нибудь ставишь себе, там, какую-нибудь серию какого-то сериала любимого, да, или аудиокнигу, или там какое-то видео. Можно какой-нибудь влог Довнер Насти посмотреть. Минутка саморекламы. Вот. И совмещать приятное с полезным, все это терпимо. Мне кажется, что он прям очень эффективный, такой массаж, но действительно болючий. Ну вот если, например, каждый день делать вот такое, на 5 минут на каждую ножку, эффект тоже будет. Поэтому в 25-й раз главная регулярность, и это, наверное, такие вот мои любимые предметы, которые я действительно могу посоветовать вам. Всем, конечно, хочется красивого, подтянутого тела. Но если что-то делать, что-то будет. Девочки, я тут в домашних шортах. Ну, неважно. Хочу показать вам этот жакет из Остина, про который... я же вам не рассказывала. Ну, в смысле, я рассказывала, этого кадра нет. Моя Оля купила нам вдвоим такие жакеты в Остине. Мы как-то с ней вдвоем тоже заходили за ними, но их не было. И тут она зашла одна и словила их. Очень красивый, твидовый, знаете, в таком хорошем смысле хороший твид, потому что твидовые истории очень часто такие совсем тоненькие, не держат формы и выглядят не очень хорошо. И этот прям классный, смотрите, какой у него рукав тоже красивый. И очень красивый цвет, такой... Ну, это не бордовый все же, это такой темно-красный. Здесь такая золотая нить, и он так вот под определенным освещением очень красиво играет. Прям вообще. Ну, не с шортами, конечно. Я тут в топе. То есть, конечно, в полном образе будет шикарно смотреться. Мне кажется, с белыми брюками будет хорошо. И с джинсами будет классно. И с черными брюками. Очень такой сам по себе стилеобразующий, красивый. И также мне попалось тоже видео, очень красивый жакет в новой коллекции в Остине вышел. Я вставлю картинку, такой оливковый, буду его вылавливать, но мне кажется, что это будет сложно. Очень-очень он красивый. Вот, этим я тоже сильно довольна. Такой, он не застегивается, но прям классный. Нравится. Ну что, дорогие мои, будем заканчивать этот влог. Я хочу, конечно, извиниться за то, что он такой необычный получился, но как есть. Надеюсь, что вам со мной было интересно. Мне всегда с вами приятно проводить время. Я всегда очень благодарю вас за обратную связь. Я все вижу, все читаю, что вы пишете, и для меня это очень важно. Как обычно, желаю вам самой-самой прекрасной недели, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Пока-пока!